Здорово всем! Сегодня мы опять будем заниматься познавательным ставчиком. Что, по-вашему, есть зло? Конечно, это обратное нравственное понятие слову «добро», обозначает умышленное причинение кому-либо вреда, ущерба, страданий. Конечно, вообще все игры серии GTA про зло, но конечно же есть кто-то более нравственный и преисполнившийся. Короче, я бы хотел сегодня рассмотреть трилогию GTA, то есть тройка Vice City и San Andreas, и выбрать самого прям, отвратительного персонажа. Прямо вот мудачье, прямо вот именно какой персонаж будет самым главным чмом. Клод из GTA 3, Томми Версетти из Vice City или же легендарный Карл Джонсон из San Andreas. Поднимем в разговоре их поступки, их историю, их грехи, может подвиги и вообще все такое, что характеризует характер и поведение протагонистов игр. Конечно, ты скажешь, ты чё, дурак, какая нравственность GTA? Ну вот просто стало так по-философски интересно. И кстати, хотел бы прорекламить свой ТГК. Там, короче, все новости со мной, мемчики, сборки, да и всякое разговорное. Итак, пойдем в хронологическом порядке. Начнем с GTA Vice City. Томми Версетти, итальянец. В 70-х в Либерти работал на семью Форелли киллером и весьма успешно. Но босс Сонни Форелли решил от Томаса избавиться и натравил на него целую орду убийц. Как итог, все были убиты, а Томасу пришлось сидеть 15 лет, после чего с ним опять связался мудень Сонни и отправил наводить порядки в Vice City. Потом идет сделка в доках, фейл, ну и все дела, короче. И вот начинается похождение Томми в солнечном городе, его попытки заработать денег и подняться по криминальной лестнице. Сам по себе Томми после отсидки обладает очень жестким характером, но чего вы хотели, тюрьма никого не исправляет. И при этом он остался таким же безжалостным убийцей. Но его хладнокровие и расчетливость, что важное очень качество в подобных ему делах, помогли ему перебить всех шишек в Vice City. Таким образом он подмял под себя все бизнесы, вообще стал бигбоссом и отомстил Форелли, вообще в щепки их расхерачил. Тут вы скажете, ну как всего этого достичь и при этом не быть гондоном? Тут я с вами соглашусь. Да и все-таки не такой уж это и грех. Ты убиваешь просто других бандитов, таких же бесчеловечных. Так мы убиваем парня Диаза, кучу гангстеров Коста-Рики, Шаркс, французов, Форелли. Так, давайте разбираться. Конечно, Томасу пришлось бы этим всем заниматься, кто бы, если бы не Кортес с французскими делами, продвинули вверх Томми. Кто, если бы не Диаз, так подставился, и кого бы свергли в итоге, да? Вроде бы все ровно. Однако не будем забывать, что все-таки Томми помимо убийств наркобаронов сам им стал, и через него проходит весь трафик запрещенных веществ в Vice City. То есть из-за него портит здоровье и гибнет большое количество людей. Пускай не так прямо, как от пуль, но все же деньги, которые получает Томас, еще какие кровавые. Например, самим извозом он занимается в миссии на фабрику мороженого, где толкает товар всему, кому не попади, а также собирает его в миссии на лодочную мастерскую. Также стоит и отметить заслуги Томми в киноиндустрии, а именно распространение порно-контента и шантаж транса Алекса Шраба. Вообще можно было этим и не заниматься, и снимать что-то приличное, да и такое же прибыльное. Типография – это что есть настоящее фальшивоминечество. Также можно вспомнить миссию на Бакера, где Томми просто-напросто занимается всем тем же, что и игроки в свободное от игры время. Только теперь это подкреплено полным каноном в сюжете. Говоря об аморальных и ненужных жертвах, можно вспомнить миссии таксофона, рассчитанные на мистера Тилла. Однако Томми сам вызывается на их выполнение, сам, где он убивает абсолютно мирного доставщика пиццы, рандомную жену и большое количество депутатов. И, конечно же, стоит вспомнить миссию с вертолетиком, где Томми просто устраивает полный террористический акт и уничтожает целую стройку. К тому же Томми позволяет себе обдалбливаться и потом идет убивать своих же союзников, кубинцев, за сторону гаитян. Он абсолютно плюет на просьбу Кортеса присмотреть за Мерседес и сводит ее со Стивом Скоттом, у которого есть фетиш на акул с членами, и приглашает ее сниматься на ПХ. Ну, зато адвокатом не стало хотя бы. Конечно, большое количество его грехов просто-напросто необходимо, чтобы стать главой мафии, но все же глава мафии и распространение уже огромнейший вред. К тому же не один раз поступал неправильно по отношению к союзникам, допускал ненужные жертвы, еще и танк у военных спиздил, вообще устроил дебоширинг максимальный, так сказать. Так еще и ограбил банк. GTA San Andreas. Карл Джонсон. Сидел на райончике с корешами и братьями Брайаном и Свитом Джонсоном, Большим Дымом и Райдером. Жил не тужил, чисто воевал против Балласов, да и все на этом. Потом убили Брайана, и Карл свалил в Либерти, где работал на Джоу Леоне и выполнял всякую несерьезную грязь. Потом после смерти мамы возвращается в Лос-Сантос на похороны, где его прижимают Пуласки и Гондон Темпани, и угрожая поставить Карла в убийстве, заставляет работать Джея на себя. Ну и потом, конечно же, нам дают управление. В процессе сюжета Карл Джонсон будет пытаться поднять Гроув с колен и объединить семьи, попутно уничтожая конкурента Балласов, а также уничтожая всю наркотическую нечисть с улиц. Карл Джонсон, наверное, единственный из 3D вселенной, кто против наркобизнеса. Для гангстеров это кодекс улицы, не торчать, поэтому сразу очко в пользу Карла, за дизреспект и борьбу с наркотиками. Понятное дело, что только начало все идти хорошо, пришел всему пиздец, облава на Гроу, Балласы пока что доминируют, ацтеков тоже прогнали нахер, и Темпа не заставляет заниматься всякой чернухой в корыстных целях. Конечно, Си-Джей убивает не меньше людей, чем Томми условно, но все-таки он делает это из-за Темпани и своей банды.
Нет, я ни в коем случае не оправдываю его, все-таки бандитизм гетто еще какой грех, но практически 100% убийств Карла это бандиты, которые тоже причиняли вред мирному населению. К тому же Карл освобождает штат от источника Стаффа, то есть от синдиката Лока совместно с Сизером, а также убивает все мафии в Лас-Вентурасе. Он выгоняет Синдака, Форелли и Леона. Конечно, у Карла есть и темная сторона. Например, он замуровал заживо прораба-строителей, оскорбивших сестру, например, да. Ну хотя можно было просто избить его, но не убивать же насмерть. Карл крал динамит с карьера, где работали мирные люди. Карл воровал тачки для автосалона, что тоже немного неправильно. Ну и, конечно, терки с военными. Когда Карл убил всю базу и охрану поезда ради зеленой херни и джетпака по просьбе Нарика сраного. В конце игры, понятное дело, разбирается со всеми обидчиками, балласами, вагасами и всеми злодеями. Очищает гетто от врагов. По желанию можно очистить вообще на 100%, и будет царить там мир, но за исключением мелких терок, гроув и полиции. Карл просто герой относительно других. Он избавил штат от самого ужасного – коррупции и Стаффа. А так все-таки остался гангстером. Однако гораздо меньше сгрешил, чем Томми Версетти, который целенаправленно шел убивать людей по таксофонным миссиям. Да еще дважды очистил штат от наркоты, вообще герой. Но убийство целой армии штата и раскрытие военной тайны вряд ли что-то хорошее. GTA 3. Клод. Родился в Сан-Андреасе, именно в Сан-Фьеро. Был там у него гараж, он занимался автоугоном. Был относительным паникой, потом связался с Каталиной, когда та ушла от Си-Джея. Также занимался нелегальными уличными гонками. Уехали в Либерти, грабили все и вся, совместно с колумбийским картелем. Жили не тужили, да и вообще все было классно. В одном из ограблений Каталина решает бабосиками с Клодом не делиться и стреляет ему в сердце, в обоих смыслах выражения. С тех пор, он затаил на нее обиду и всю игру бегает по приказам криминальных боссов за доллары и пытается найти и дать пизды Каталине. То есть, цель игры просто отомстить. И тут-то проявляется характер Клода. Безинициативная мразь, беспринципный аморал, которому похер, что делать, за копейку удавится и устроит все что угодно и убьет любого человека. Как я и сказал, Клод обычный наемник, ему тупо похуй на всех. По сюжету продвигается Каталине, лутает зеленый, да и больше ничего ему не надо в принципе. На самом деле я бы сказал, что Клод это самый бездушный мудак всех игр про автоугонщика. Ему плевать на все, на своих напарников, бывших друзей по бизнесу, на последствия своих поступков вообще насрать. За символические 10 тысяч долларов готов устроить перестрелку на стройке, в аэропорту, на улице, да где угодно. Понятное дело, что с бандитами, но все же. Также плюет на всех и готов передать за деньги, как, например, было с Кенджи Кассен. Вообще не боится ничего и готов убить военных, ЦРУ, вообще плевать, главное за бумажку. Вспомните предфинальную миссию, где похищает Марию и убивает Азуку. Клоду вообще плевать на смерть недавнего товарища, который так-то спас его от Сальваторе, когда впустил в Якудзу. Он просто срывает листочек, читает текст и идет. Ему вообще все равно. И единственный человек, на которому ему не плевать, это та самая Мария, которая Клода самого тузиком называет. Из-за того, что Клод безинициативный кусок подстилки за деньги. На официальном сайте у Клода есть цитата: «Преступление окупается». В принципе, что он и пытается доказать всю свою игру и своей идеологией. Точнее, ее отсутствием, я бы сказал. Также можно вспомнить про сюжетное ответвление с телефонными миссиями Марты Чонкса. «Заставь эту суку замолчать. Фабрика корма». На них нет специального синего маркера, карты в игре нет, да и догадаться о миссии можно только по звонящему телефону. Миссия открывается после начала ветки с Джоуи Леоне, еще практически в начале игры. Там Клоду предлагается побыть соучастником убийства целых 5 раз, привозя на расправу банкиров, кредиторов и даже сраную жену убийцы. А Клоду все равно, он просто получает свои деньги и уничтожает улики убийства, все. Хотя потом вообще Марта Чонкс убивает, а ему как бы вообще зашибись, дело закрыто, и работодателя убийцы нет. Ну и конечно вспомним миссию Пластер Бластер, где Клод очень по-издевательски убивает неугодного стукача на миссии Рэя Мачовски. Короче, Клод именно плох по характеру своему. Принципов вообще у него нет, готов убить друга за бабки, повторит подвиг Тони из-за сторисов за деньги. Итак, что мы имеем по итогу? Самым относительно добрым является Си-Джей. Да, он убивал большое количество бандитов и военных, а также разгласил военную тайну в виде джетпака, но все он это делал из-за причинно-следственной связи, в зависимости от коррупционера Темпани и Пуласки. А к концу игры очистил весь штат от наркоты и бандитов, оставив только Гроув, Ацтеков, Триад, да и Рифа чутка, и то без завода. Из грехов также могу выявить воровство машин для салона, а также убийство невинных строителей, работников карьеры и вообще прочих подобных людей. Однако это не так уж и критично, если сравнивать с другими персонажами. Чуть хуже будет Клод, именно из-за своего скотского характера и аморальности, готовности перерезать город за бумажку и пойти против всего города. Конечно, в придачу он избавил город от спанка, от наркоты, но при этом остались другие виды подобной дряни. Клод убивает всех и вся за деньги, предает бывшего союзника Кенджи Кассена, плюет на верность Якудзу, убивает кучу невинных людей по телефонным миссиям. А так, в принципе, всего лишь-то и все. Просто слишком много людей он убил. Да, бандитов, но все-таки он чмо как человек. И его поступки говорят больше, чем слова.
Убивает большое количество полицейских, ФБР, ЦРУ, армию за пачку зеленых. Самый пагубный персонаж Томми Версетти. Он убил всех врагов Вайс-Сити, стал наркобароном, поднял по себя все бизнесы. Конечно, это круто, но немножко противозаконно. Самолично травил людей фургоном мороженого, распространял порнуху, шантажировал депутатов, передавал кубинцев и позволял себе самому обдалбливаться. Своровал у военных технику, занимается фальшивомонетчеством, торговлей оружием, грабил сраный банк в Вайс-Сити. Несколько раз штурмовал полицейский участок с большим количеством жертв со стороны полиции. Я вообще молчу про миссию байкеров. Также обманул Кортеза и пагубно повлиял на его дочь, направил ее в ПХ-индустрию. Так же, как и Си-Джей, воровал машины для салона и проводил нелегальные гонки. Такой же убийца, как и Клод, только при этом стал криминальным боссом. Короче, самым добрым будет Си-Джей. Потом на голову хуже будут Клод и Томми. Томми чуть более пагубен из-за наркоторговли, однако у Томми есть принципы, каких нет у Клода. Вообще, Клод в плане зла может сравниться с Томми, потому что я уверен, что для такого беспринципного убийцы, как Клод, точно вырезались какие-то террористические, что, конечно, мы осуждаем миссии. Все же мы помним, когда выходила игра и что случилось в Нью-Йорке в то время. Поэтому я думаю, что если бы игра вышла такой, какой она могла бы выйти, то Клод был бы абсолютным монстром, еще больше, чем Карл, и сам Клод, и Томми в целом. Но это уже только догадки, и больше мы пока не знаем. Короче так, спасибо всем вам за просмотр, пишите ваше мнение в комменты, еще увидимся.